Всем привет! Разговор с его душой. Представьте своего мужчину и поехали. Итак, что на сегодня у вас происходит? Ну, скорее всего, я так понимаю, вы с этим мужчиной, скорее, может быть, разошлись, судьба вас разъединила. Получается, здесь, возможно, такое то, что на ваш союз повлияла какая-то здесь женщина, ну, соответственно, без этого мужчины здесь не обошлось. Вы однозначно то, что этому мужчине, да, идете судьбоносной женщиной. Помимо этого, то, что здесь мужчина эгоистичный, любит только себя, заботится только о себе в первую очередь. Соответственно, он привык к тому, то, что вы миритесь, то ссоритесь, миритесь, ссоритесь, это у вас циклично происходит. Потому что вы женщина сильная, и вы знаете, как его укротить. Что же еще происходит на сегодняшний день? Я так понимаю, мужчина здесь либо ваш бывший супруг, либо бывший партнер. Мужчина здесь идет харизматичный, уверенный в себе, ну и, соответственно, знаете, возможно, огненного знака зодиака, такое не исключаю. Мужчина, который на данный период времени стоит перед выбором, у него есть какой-то выбор, но мужчина здесь такой деспотичный немножко, с ним спорить вообще бесполезно. Соответственно, такое не исключаю, что мужчина сделал выбор не в вашу пользу. Еще что происходит? Ну да, как я и говорила, то, что, скорее всего, вы с этим мужчиной разошлись. Почему? Потому что все уже. Вам друг с другом было уже плохо. Женщина здесь закрывалась, соответственно, мужчина стоял на выборе и, соответственно, еще раз подтверждает то, что мужчина сделал другой выбор не в вашу пользу. Потому что счел то, что если вы с этим мужчиной состояли в каких-то длительных отношениях, да, но он думал о том, что все, здесь ловить нечего, пошел-ка я дальше. Соответственно, у него еще помимо вас кто-то был. Ну, супруга либо к супруге вернулся, либо к любовнице, либо еще кому-нибудь. Он думал о том, что эти отношения уже все, конец. Понимаете? Ну и, скорее всего, возможно, может, у вас с финансами были затруднения. Здесь инициатором был мужчина. Итак, что на сегодня, что он хочет вам передать? Разговор с его душой. Несмотря на то, что, да, этот мужчина, ну и как вы ему преподнесли урок, скорее всего, он не ожидал. Он думал то, что, возможно, понимаете, вы начнете проявляться в его сторону, но нет. Между вами здесь пошли конфликты. Скорее всего, в ваши отношения уже вмешались высшие силы. Понимаете, произошло это все не просто так. Потому что, я так понимаю, здесь мужчина такой вот деспотичный и, помимо этого, властный. Он любит власть, указывать всем, понимаете, кому что делать. Ну, помимо этого, говорит о том, то, что, конечно, на данный период времени он хочет вам передать о том, то, что я хочу к тебе проявиться, но высшие силы меня не пускают. Я конфликтую с собой. Меня как будто вот высшие силы за тебя вот говорят мне о том, вынеси из этого урок. Но почему-то я сопротивляюсь. Что еще передает он? Его душа. Ну, мне без тебя однозначно плохо. Мне тяжело наблюдать за тобой. О том, что у тебя все хорошо, несмотря на то, что мы с тобой расстались, да. Я злюсь. Почему? Потому что я вижу, что ты не страдаешь. Мне очень тебя не хватает. Мне тяжело видеть тебя такой довольной, счастливой. У тебя, наверное, все хорошо. Ты не думай, я о тебе собираю информацию. Что еще скажет его душа? Ты знаешь, я бы хотел опять начать все сначала. Опять бы хотел прийти к этой стабильности. Я знаю, что мне с тобой будет хорошо, стабильно. Параллельно я знаю, что я из-за своей глупости совершил такую ошибку. Если я был твоим мужем, либо женатым, да, вернулся в семью. Соответственно, я понимаю, что я все это сделал из-за своей инфантильности, от того, что я к этому относился очень легко. Но с тобой, конечно, я был стабилен. Что еще он хочет передать? Возможно, у нас с тобой есть общий ребенок. Я хотел бы тебе чем-то помочь, понимаешь, но я колебаюсь. Если у вас нет совместного ребенка, соответственно, он говорит, я сейчас вот только пытаюсь найти, может быть, место, может, я там пытаюсь где-то через своих родителей, знакомых, ищу помощи, но я от тебя бы не отказался бы, понимаешь? Я бы хотел бы что-то тебе подарить, может быть, но я не уверен в том, что ты мне можешь просто принять от меня. Ну почему? Потому что ты знаешь, что я понимаю, что все произошло из-за меня, но да, я после тебя, по отношению к тебе я стал холоден, я не проявляюсь, хотя я очень хочу, ты меня очень сексуально привлекаешь, но если вы с этим мужчиной судитесь, соответственно, я так понимаю, он давно уже во мне проявляется. И он думает о том, что я по справедливости, что какой ты, ну, конечно. Он говорит о том, что ты моя любовь, ты та женщина, которая прощала мне все, то, что я с тобой вытворял. А я мог поднимать на тебя руку, оскорблять, мог гулять, мог делать все, а ты меня любила. А теперь тебя нет, и я не могу этого принять. Ты мое искушение. Ты не понимаешь, что я к тебе очень сильно привязан. Потому что ты правда меня любила. Ты меня любила такого, какой я есть. И ты меня лучше всех знаешь. Меня никто не знает так, как ты.
Да, я понимаю то, что и ревность была, и ты меня ревновала, и я тебя ревновал. Но я еще мужчина такой, то, что ты же понимаешь, у меня характер сложный. Соответственно, что я могу тебе запрещать, то мне все можно, потому что я знаю, что я сексуальный, по мне женщины сходят с ума, но еще параллельно, конечно, я создаю зависимые отношения. Но я тебе могу передать, что теперь мы с тобой поменялись местами, и теперь я от тебя зависим. Что еще он хочет передать? То, что я все равно... Ты знаешь, то, что у меня есть чувства, да, есть чувства. Я хочу эти чувства к тебе проявиться, да. Я знаю, что ты за меня много страдала. Я знаю. Если у вас есть совместный ребенок, я знаю, что и ребенок страдал, и ты страдала. Но и теперь пойми то, что я тоже хочу. Я хочу от тебя увидеть любви, но я мучаюсь. Ты знаешь, мне хочется преподнести этот кубок любви тебе. Но я очень сомневаюсь, я переживаю, примешь ты его или нет. Что еще хочет вам передать ваш человек? Я манипулятор. Ты знаешь, я понял то, что я слишком манипулировал. Почему? Потому что я сказочник. Я люблю много чего придумывать, да. Но я так понял по прошествии времени, что мои иллюзии, они были только моими иллюзиями. Что с тобой мои манипуляции уже не работают. Высшие силы вмешались, понимаешь? Так, что же ему высшие силы? Какой урок преподнесли? Ну что? Какой урок? То, что все, ты от меня закрылась, ты не хочешь подпускать меня, у тебя свой мир, у тебя все отлично, ты закрылась от меня полностью, возможно, ты меня заблокировала. После того, чего я тебе причинил в этой жизни, да, ты меня не видеть, не слышать вообще не хочешь. Соответственно, мне страшно проявляться к тебе. Что еще передаст он? Ну, конечно, ты меня сводишь с ума. Ты знаешь, вот чем больше... Ты знаешь, я в чем разочаровался? У меня полное есть разочарование в том, что ты от меня закрылась. А ты знаешь что? Чем больше ты от меня закрываешься, да, тем больше меня сильно к тебе тянет. Ты даже не представляешь, какая у меня сильная тяга к тебе. Ты не представляешь. Но я разочарован в себе, в том, что не работают с тобой мои манипуляции. То, что, не подпускаешь ты меня не видеть, не слышать, ты меня не замечаешь. Что еще передаст? То, что у меня сердце разбито, ты же моя главная женщина, ты моя семья. Соответственно, я понимаю, что я сделал неправильный выбор, и тем самым я потерял тебя, мою императрицу. Даже если вы не являетесь его семьей, да, и если человек выбрал семью, да, свою главную женщину, соответственно, он вас потерял и сердце тем самым себе и вам разбил. Но для супруги передаю то, что он говорит о том, он сделал неправильный выбор, он понимает то, что он вам причинил очень много боли, и, соответственно, он вас потерял. Он понимает то, что он разбил вам сердце.